Тишина. Обожаю тишину. Всем привет. Добро пожаловать в Израиль. Я сижу посреди дороги. Почему? Все дело в том, что сегодня в Израиле отмечается праздник Йом-Кипур. В этом видео я хотел с вами поделиться не только об этом празднике, но и всей веложизни в этой стране. Пару слов о Йом-Кипур. Это праздник, так называемый судный день, в котором решается судьба евреев. Но давайте не будем в подробности вдаваться в этот праздник, расскажу вкратце. В этот праздник на дорогах Израиля нет ни одной машины. Вся страна как будто бы умерла. Здесь кроме скорой вы не встретите никого. И в этот день, в основном вечером, люди выходят на улицы большими семьями и просто по этим улицам гуляют, могут сидеть на этих улицах за столом, но чаще всего они катаются на велосипедах. Будь то велосипеды, ролики, неважно. И покататься в этот день на велосипеде по таким улицам, знаете, то еще удовольствие. Но речь сегодня не об этом. В этом видео мы с вами хотели поделиться о велокультуре Израиля в целом, показать всю подноготную изнутри. Присаживайтесь поудобнее, открывайте холодненькое, а мы начинаем. Красота, тепло, солнечно, сезон круглый год. Это ли не рай для велолюбителя? Здесь созданы все условия для того, чтобы вы максимально комфортно чувствовали себя на вашем байке. Здесь пиздец как жарко. Паутина велодорожек, идеальное покрытие, прекрасные взаимоотношения с пешеходами, красивые, красивейшие виды и крутые скейт-парки. И начнем мы с велодорожек. Нигде не встречал настолько ровного покрытия. Большинство велодорожек выполнено в зеленом цвете, для того, чтобы вы точно знали, где ехать вам, а где пешеходам выгуливать своих песиков. Имеются отдельные светофоры для безопасного движения. Забыли взять с собой воду, или на вашем велосипеде отсутствует крепление под бутылочку, ничего страшного. Воспользуйтесь фонтанами с водой, которые установлены на каждом километре вашего пути. Ехали на своем байке, и вдруг криво встал руль. Криво встал руль. Серьезно, блядь, кто этот сценарий писал? Каждый день я еду, у меня криво встает руль. В этом вам поможет станция, мини-станция по обслуживанию велосипедов. И здесь даже имеются инструменты, даже спицевой ключ, отвертки, шестигранники, в общем, все, что необходимо. Но, правда, от этой осталось практически ничего. Местные жители здесь любят, обожают велосипеды. Здесь катаются на них все. Это удобное средство передвижения из-за узких улочек и из-за огромного количества пробок. Они их любят. Имеется практически у каждого человека в этой стране. Но далеко не каждый к ним относится хорошо. Кто-то может забыть этот велосипед на велопарковке на 2 года, и он будет гнить под дождем и под палящим солнцем. Кто-то может ехать на велосипеде и издавать настолько ужасные звуки, потому что забыл, а может и не знает о том, что велосипед нужно обслуживать или хотя бы смазывать.
Есть и те, кто, может, даже не катаются на велосипеде, они у них стоят дома, они пылинки с них сдувают и относятся к ним хорошо. Большинство велосипедов, на которых катаются люди, это такой, знаете, обычный среднячок. Обычный хардтейл на 29-х, 27,5 колесах. Есть на 26 экземпляры. Есть и те, у кого имеются дорогущие электровелосипеды. Те самые по оверпрайсу. Но на них катают в основном люди в возрасте. И хочется отдать им респект. Будучи на пенсии, они гоняют по горам и получают от этого удовольствие. Студенты отдают свое предпочтение сингл-спидам, фиксам, и выглядит это очень стильно. С BMX-ами в этой стране как-то не задалось. Если здесь встретить BMX-ера, то это в основном в скейт-парке, но это прям гурманы своего дела. Да и даже они встречаются не так часто, как хотелось бы. С двухподвесами дела обстоят похуже. Либо это электричка, которая стоит оверпрайс, либо это ДХ-велосипед, но их здесь по пальцам пересчитать. Парк здесь один, особо нигде не разгуляешься. Есть и совсем вон выходящие экземпляры. Это самый распространенный на дорогах Израиля электровелосипед. Это не те электровелосипеды, которые вы привыкли видеть на дорогах вашего города, на сайтах веломагазинов. То, что видите там, это богатый сегмент. А это сегмент, так скажем, дешевый. Дешевый вариант электровелосипеда. Выглядит он вот так. И у меня, честно, в голове до сих пор не укладывается, как можно было настолько ужасно сделать дизайн электровелосипеда. Это огромный, тяжелый, с торчащей у вас за спиной большой батареей, с ключом зажигания, на секундочку. На секундочку с двойной подвеской, прям как на даунхильном байке. С дисплеем, как на машине, где показывает спидометр, электровелосипед. Хотя язык у меня не поворачивается назвать это велосипедом в принципе. Их используют чаще всего в работе в доставке. Этот велосипед удобен тем, что на нем хорошая посадка, удобная, и он развивает скорость, на секундочку, 70 км в час. И это позволяет добраться быстро с точки А до точки Б и израсходовать меньше всего времени. А время, как говорится, деньги. О, Господи, да за что же с вами так? В этой стране большое количество велопарковок. Они расположены здесь везде. И в удобном расположении, выполнены достаточно хорошо. Для того, чтобы вы могли оставить свой байк и быть уверенным, что с ним ничего не случится, пока вы ходите покупать корм своему пушистому. Но я и представить себе не мог, что люди будут использовать их в таких целях. Где-то сейчас плачет сотрудник городской службы, потому что ему в таких местах приходится убирать. Но с велосипедами он поделать ничего не может, потому что все велосипеды здесь пристегнуты, и значит, что они являются чьей-то собственностью. Смотря на это все, становится грустно. Ведь здесь, среди хлама, имеются и достаточно хорошие экземпляры. Их хозяева забыли их пару лет назад, и они здесь стоят, гниют или сохнут под палящим солнцем. И одному Богу известно, когда их отсюда заберут. Но в глубине я все-таки надеюсь, что эти люди вспомнят о своих малышах, придут, заберут их отсюда, отмоют, обслужат и будут получать удовольствие от езды на этих красавцах. Ну, вот так обстоят дела в Израиле с парковками. Грустно, печально. Да ладно, мы идем дальше. Да что ж так жарко, а? Фу, да что ж так жарко-то?
Странно. Сегодня вроде прохладно. Что происходит? Чего так жарко? Солнышко. Солнышко это, конечно, хорошо. Но когда он греет так, становится немножко тяжеловато. Да, в Израиле тепло. Даже очень тепло. Средняя температура воздуха в Израиле на протяжении 6 месяцев держится в районе 30 градусов тепла. Она может меняться на 10 градусов больше, но на 1 градус меньше. Да, и так приходится жить все 6 месяцев. Ближе к осени температура может опуститься до 25 градусов тепла. Зимой она может опуститься до 16 градусов тепла, до 13. Где-то человек сейчас смотрит на нас, находится на севере и думает, ты ничего не перепутал? 16-13 градусов тепла зимой, это, по-твоему, холодно? А я вам скажу, да, здесь, в Израиле, это очень холодно. Настолько холодно, что некоторые люди одевают пуховики и ботинки с мехом. Когда я это вижу, иногда, конечно, задаюсь вопросом, не жарковато ли им. Но лично я одеваюсь в куртку, в ботинки, и иногда в некоторых местах мне даже в этом становится прохладно. А еще дожди. Такие дожди, как в джунглях. 2 дня просто мощного беспрерывного ливня, который может затопить некоторые дороги, а челики с досками для серфинга выйдут и будут кататься по этим лужам. С этого я, конечно, посмеялся. Наверняка вам интересно, каково это катать в плюс 30 на протяжении 6 месяцев. Я вам скажу никак. Катаем мы в основном вечером. Точнее, все время мы катаем вечером. Потому что вечером на тебя не печет солнце, вечером температура опускается на пару градусов меньше, и в этих условиях хоть как-то можно дышать, и хоть как-то можно крутить. Но все же некоторым удается не отказывать себе в удовольствии и покататься днем, смотря на эти красивейшие виды, на эту природу. Но это немногие. Но эти счастливчики запасаются большим количеством воды, холодной, максимально холодной. Они делают много перерывов во время катания. Некоторые из них заезжают в кафе, как мы, и закупаются мороженым. Мороженое – это вообще топ. А на этом о погоде все. Вы не переключайтесь, а мы пойдем погреемся. Эх, ёбаный рот, голод. Иди отсюда по-хорошему, блядь. Велосипеды покупают в таких вот магазинах. Казалось бы, ничем не примечательный магазин. Есть только не вывеска. Только благодаря этой вывеске я его и заметил. А так, сдалека даже и не видно, что это магазин велосипедов. Большинство магазинов так и выполнено. Вывеска небольшая, а может вообще ее и нет. У нас, кстати, на канале выйдет отдельное видео про магазины, где мы покажем их изнутри. Залы с велосипедами, мастерские и какие там имеются запчасти. В этом магазине вас хорошо обслужат. Вам подберут велосипед по вашим параметрам. Вам соберут этот велосипед из коробки. Вам дадут 1 год гарантии от магазина. И не только от производителя. И можно быть уверенным целый год, что с вашим велосипедом ничего не случится. А если даже и случится, то у вас есть гарантия. Здесь велосипеды также и обслуживают, имеется мастерская. Вы можете обслужить свой велосипед как по гарантии, так и без нее. С обслуживанием в магазинах есть небольшие проблемы. Мало специалистов, которые хорошо шарят в байках, которые смогут перебрать вам вилку, втулку, заменить подшипники в раме. Да, мелкий ремонт они сделают, но не более того. Спасают ситуацию специалисты из СНГ. Они здесь есть, но их мало. Но на этих ребят вы точно можете положиться. Они сделают все по высшему разряду. С запчастями дела обстоят тоже не очень. Запчастей мало. Если запчасти есть в наличии, то стоят они очень много. Спасает дело заказ из интернета. Мы лично сами пользуемся какими-то ресурсами, и нас это очень выручает, потому что цены там на порядок дешевле, и ассортимент на порядок выше. Магазинов, в принципе, много.
Они есть практически в каждом районе, но магазины в основном маленькие, ассортимент тоже маленький, как велосипедов, так и комплектующих. Поэтому приходится ездить по всей стране в поиске конкретно определенной детали. Если вдруг окажетесь в Израиле, рекомендую конкретно этот магазин. Здесь работают классные парни, которые вам помогут в любой вашей проблеме. Ну а это, наверное, все, чем я хотел с вами поделиться о веложизни в Израиле. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь и спасибо за просмотр. А впереди у нас еще очень много идей, которыми мы хотим с вами поделиться. Пока!